Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, светоорганизация материи. В данной теме я показываю, каким образом через различные распространения света, фактически через преобразование света любым путем, получать контролируемую ткань. То есть мы в этой технологии должны уметь использовать свойства света по бесконечному количеству различных вариантов взаимодействия, превращения, и тогда получается, что мы в конечном итоге можем иметь ту ткань, которая нам нужна. То есть в данном случае речь идет о том, что организовывается материя светом, как внешним уровнем управления. Получается светоорганизация материи, где внешний свет, действующий на материю, организовывает некую структуру материи. А также мы рассматриваем одновременно внутренний уровень самой материи, где в структуре самой материи также можем рассмотреть структуру света. То есть на основе света построенную материю. Фактически мы на определенном уровне, например, каких-то сверхвысоких скоростей имеем то взаимодействие, где внешний уровень света совпадает с внутренним содержимым материи. Получается, что мы имеем достаточно жесткую систему. Например, в этом случае можно рассмотреть кристаллическую систему вещества, где можно увидеть, что взаимодействие внутреннего содержимого какой-то материи при выходе во внешнюю среду дают очень жесткую систему, такую как, например, систему кристаллической системы вещества. И так же, как делает Бог, когда Он делает управляющий импульс во внешнюю систему, Он же должен опорную точку делать достаточно устойчивой. Получается, что поэтому само вещество имеет жесткую форму, потому что внешнее управление в бесконечную среду должно базироваться на уровне некой жесткой системы, которая объективизируется, например, при внешнем контроле. Да? И поэтому, когда мы говорим о том, что нам нужно, например, выделить какую-то фракцию из событий, например, если речь идет о лечении человека, тогда получается, что выделение какой-то внешней системы событий — это есть фактически сравнение двух жестких величин часто, но бывает так, что жесткая величина и, например, информативная величина, то есть динамическая величина. Да? Жесткая — это некая статика физически проявленная, информативная — то, что развивается в бесконечности. И вот на уровне жесткой фазы, сравнимой с фазой бесконечного развития, то есть некий жесткий сегмент, та же кристаллическая система жесткая, переносится в ту фазу бесконечности, где идет взаимодействие, например, со сверхбыстрым элементом какой-то информативной среды. Тогда получается, что мы можем получить всегда норму, например, здоровья человека, если мы используем это сверхбыстрое превращение информации от взаимодействия жесткой системы и сверхбыстрой на отдаленных пространствах управления. То есть жесткая система взаимодействия просто с информацией в бесконечности дает усредненную систему все-таки. То есть там нельзя четко сразу продифференцировать, так скажем, где жестко, где информативно, потому что быстрые очень системы связи, получается усредненная система реакции. Таким образом мы получаем то, что тело человека может всегда отразить любой неблагоприятный импульс, потому что вся внешняя информация в динамике, она способствует тому, что, например, концентрированное, автономное, так скажем, тело, как концентрированная материя, всегда обладает функцией внутреннего взаимодействия. Потому что внешний свет, который достигает тела, он все время реализовывается в виде внутреннего содержимого. Вот человек может, так же, как, например, Бог размышляет, предположим, душой, то также внутреннее размышление, например, на уровне внутренних понятий, на уровне внутреннего света человека, это, если часто рассмотреть процесс в деталях, то это сверхбыстрые процессы именно внешнего мира. И если мы начинаем детализировать события, то есть смотреть, откуда появляются, предположим, системы неких дифференциаций, то есть по какой причине человек что-то дифференцирует, то получается, что с точки зрения Бога вариант, например, дифференцирования — это просто-навсего реализация, например, физического тела единого Бога в каком-то уровне управления, в какой-то
информативной или там физической среде управления. Получается, что внутренняя система у Бога построена так, что значит, он реализовывает управление как для себя, так и для всех в любой момент времени, и при этом контролирует все процессы на уровне внутреннего содержимого, да, некого такого статуса внутреннего именно содержимого. Поэтому, когда возникают какие-то там неизвестные или там случайные величины, с точки зрения человека, то получается здесь контроль внутреннего состояния дает возможность выровнять ситуацию, потому что Бог может рассмотреть себя одновременно со всех сторон. Первичный его импульс отражает всю реальность. То есть он строит реальность, которая познаваема человеком. Вот почему Бог все-таки он где-то фактически, так можно сказать, очень четко пересекается с человеческим планом всеобщего развития, потому что именно система того, что познаваемо, да, технологией человеком, реализовывает вечное развитие человека в условиях даже сверх каких-то быстрых, сверхсрочных событий в текущем времени. И если задуматься по контексту именно бесконечного развития, да, каждого человека, когда человек, например, четко говорит, что независимо от любых ситуаций у него структурное развитие, информативное, биологическое развитие вечное, то получается, что структура вечности находится где-то в надсобытийной природе любого, тканевого, проявления. То есть есть ткань некого события, то есть это есть величина иногда постоянная, иногда динамическая величина, и получается, что если мы находим место на тканевого уровня, то, что контролирует ткань, то получается, мы сразу входим в точку первичного контроля. И в этом уровне, например, Бог единым импульсом может контролировать все явления, даже в импульсе, не говоря уже о том, что например, в реальном времени, да, смотреть, то получается, чтобы такую получить же систему для человека, он должен в импульс ввести просто сверхвысокую скорость какую-то, где точка соприкосновения с какой-то молекулой означает одновременное развитие этого импульса в бесконечную систему. То есть фактически скорость настолько высокая, что как только соприкасается какой-то импульс с какой-то точкой, то получается это уже везде есть. То есть даже можно сказать, что скорость перехлестывает, чем дальше распространяется процесс, тем ближе к началу явления. Это в геометрии выглядит как то, что если мы рассматриваем скорость дальше, то мы видим более начальные уровни, то есть до самого события. Получается некая такая система, изогнутой некой восьмерки, где мы имеем статус обязательно вечного развития для любой величины, той, которая, например, находится под статусом вечного развития хотя бы восприятия одного человека. Вот здесь мы приходим к тому, что если хотя бы один человек воспринимает структуру вечного развития как таковую, то мы можем видеть, что тогда вся система может иметь реальное вечное развитие, потому что статус всеобщности, этой сверхскорости, да, которая попадает еще до начала события, это уровень очень глубокий в плане реализации структуры души человека. То есть душа человека, в принципе, она так и реализовывается в том плане, что она находится и в будущем, да, и в прошлом, и в настоящем. Получается, что здесь все равно должны существовать какие-то сверхскоростные характеристики, если так с точки зрения скорости разговаривать, которые существуют везде, в том числе в начальном или до начального времени. И получается, это существование до начального времени вырисовывает как раз-таки некое автономное положение физического тела человека, тканевого уровня человека, где вне времени, например, вне пространства, если рассмотреть структуру действия человека, то получается, мы можем тогда рассматривать всех людей сразу. Например, как взять и рассмотреть, сколько в цивилизации человек. Да, для этого нужно просто рассмотреть физическое тело человека вне времени, вне пространства. Тогда получается, что мы имеем в абсолютном понимании текущее состояние человечества, по количеству людей. И чтобы в дальнейшем человечество только увеличивалось при отсутствии, например, проблем биологического типа, чтобы не было у людей таких планов управления, да, например, что он стремится через структуру просто якобы познания иметь деструкцию физического тела, то мы считаем, что мы можем в бесконечном удалении иметь очень устойчивое развитие для будущих процессов
значит, именно всеобщего развития, потому что фиксированный уровень дает, в общем-то, статику текущего плана, который тоже устойчивый. Да? То есть мы можем видеть там миллиарды людей или миллионы смотреть сразу, и мы можем видеть, что ведь в просмотренном варианте мы где-то пересекаем структуру будущего. И вот пересечение дает то, что однотипный уровень характеризует наличие в бесконечном будущем такого же устойчивого развития человечества, да, человека, значит, который существует, например, сейчас или там существовало в прошлом. То есть вот эти вот пересечения, они выглядят, вообще говоря, просто геометрическими уровнями. Просто видно, как некое геометрическое пересечение одной реальности с другой, и мы получаем, что для того, чтобы оздоровить человека при любых, да, внешних проблемах, при любых заболеваниях возможных, для этого нужно просто-навсего как бы в средней статистике, ну, так скажем, в универсальном неком понимании, среди всех людей найти тот участок, который соответствует здоровому человеку. Ну, в общем, тому, которого вы, например, там лечите, да, исцеляете. И находя этот участок, вы просто выводите его в образ управления в эту точку, в эту систему пространства, и получается, что он становится здоровым, потому что мы получили фактически световой образ, да, действия, который является также и физической реальностью, соответствует физической реальности, и одновременно световой уровень мы получили за счет некого управления, например, там, душой, неким уровнем, который может быть не определен, но соотносится с человеком. Как правило, это уровень сверхбыстрого духа, который в бесконечности находится, духа конкретно этого человека. Или просто даже состояние физического тела, что тоже является управляющим фактором движения физического тела. И получается, что мы вот эту вот систему получения сигнала до начала события начинаем рассматривать уже в контексте том, как делает Бог. Вот изначально, когда Он формирует события, Он же должен фактически знать о событии впереди и получить уже сигнал вот с точки зрения логики, да, что какое-то событие прошло, получается, значит, Бог должен находиться до начала организации событий и, конечно, контролировать, да, все следующие связи. Получается, вот этот вот уровень взаимодействия, перевод сигнала до начала события, это уровень, который говорит о том, что есть, ну, некое такое понятие, как смешение времени. Да, например, можно рассматривать временные интервалы в разных точках и получать сопоставимую информацию. Ну, человек может вспомнить какие-то участки там, действий, геометрические даже, там, и рассмотреть, как они проецируются, как этот цвет памяти, так скажем, да, проецируется на будущее событие. И вот когда мы рассматриваем, что светообразующая система, да, или нить, так скажем, она ровная, то значит, получается, мы правильно фактически действуем. То есть, в общем-то, можно просто диагностировать в структуре некой там струны, что ли, даже здесь выглядит это как некая натянутая струна. Сначала, если к ней соприкоснуться, она становится мягкой и рассеивается как такой многоракурсовый свет. А сначала линейная струна, похожая на, скажем так, лазерный луч, такого серебристого, причем светло-золотистого цвета. И когда мы начинаем расформировать, то есть приближаться, да, то получается, что мы видим, что от нашего приближения создается событие. Значит, Бог действительно мог создать по аналитике просто событие, когда Он осуществил первое движение. Потому что раз у человека есть элемент такого взаимодействия информации, значит, у Бога, конечно, существует элемент движения. Чем тогда Он, например, двигался? Да? Получается, что если рассматривать процесс в общем, то он двигался с помощью как бы внешнего пространства, которое он до этого создал. То есть свет его действия совпадает как бы со светом предварительного создания. Когда мы вот это вот, ну, некое такое колесо управления начинаем анализировать, то получается, что действительно мы можем иметь как бы предсобытия, если вот эти вот сложные, ну, некие такие выглядят как технологические такие наложения, многоракурсового управления, если мы можем выделить некий универсальный светообраз из большого количества событий. Делается это очень просто, часто ставится проекционная просто некая плоскость, и все события проецируются на конкретную данную плоскость, и мы получаем там практически, ну,
во-первых, сразу видна норма всех событий мира, если мы рассматриваем все события. А в частном случае можно видеть свои личные задачи, которые выполняются, например, соответствующим образом. Да? То есть вы начинаете видеть, что задачи, в принципе, реализовываются так, как именно вам изначально хотелось бы. То есть вот здесь есть нюанс, что внешнее мнение там имеет какое-то значение, но по сути лучшее для вас мнение всегда является опережающим фактором. На уровне событий получается опережение или там, скажем, преддействие — это то, что лучше. В принципе, так и есть. То, что мы закладываем как цель управления до старта, да, до начального уровня управления. И разобрав таким образом вот эту оптическую модель действия, мы можем увидеть, что соотношение, там, например, действия, скажем, бесконечное или там, действие какое-то локальное, в условиях именно света уровня, именно формирования света теней даже, да, света уровнем их форм или формирования светом, любые действия часто становятся универсальными. Например, там, свет все-таки универсальная величина. Если мы рассматриваем управление с точки зрения света, как свет формирует ткань, то получается, что действие, несущее информацию там, по макромиру, соответствует действию, которое, значит, в общем-то, может быть уровнем микромира. Там, для Бога, например, одинаково, что влияет на макромир, что на микромир. Получается, что мы можем иметь вот универсальность светообразующей величины всегда до начала, до момента событий. А тогда, получается, возникает задача, а как вообще тогда события знать, да? Как получить некий строительный материал и точно контролировать развитие событий. Так вот, эта некая изогнутость, то есть направленность сигнала из будущего события через точку предсобытия к душе человека, это есть то, что конкретно выражено как светообразующая ось или действие души человека. То есть то, что приходит к нам на уровне там, формирования предсобытий, это уже присутствие нас, да, в будущем. Так и делает Бог тоже. И получается, что когда мы начинаем анализировать процесс таким образом, что нам нужно суметь совместить там, действие будущего, действие прошлого, как бы прагматично учесть координату времени часто, значит, какие-то события нужно успеть как бы провести в управлении, то получается, что есть очень простой ракурс. Событие всегда успевается реально быть проведенным в системе любого контекста событий. И вот этот цвет — это есть то, что полагается как бы на внутреннюю глубину человека, да, его осознание значит, всех систем мира. И получается, что как только мы такой, например, глубокий статус находим в управлении, то, соответственно, возникают определенные уровни, так скажем, управления, которые, вроде бы выглядят как бытовые, но тем не менее человек при появлении в каких-то системах, там, местах, при наличии технологий там, организации ткани по светооптической системе, может вполне рассматривать ту ситуацию, что он может контролировать там, какой-то конкретный регион, где он физически находится. Значит, и дальше мы видим, что именно светооптическая система, которая вот сейчас отражена там, словами на этом семинаре, и через нее можно выйти на оптику как бы через действие, то можно увидеть, что слова, например, действия можно заменить путем именно прямой светооптической силы. Да? То есть не говорить словами, а просто-навсего выводить вот эту светооптику в цель управления. Тогда получается, что чтобы получить время до события, надо просто-навсего точное количество времени после события знать. И причем после текущего времени. Здесь тонкость не после там, любой точки прошлого события, а именно после текущего времени. Как только вы начинаете этот параметр держать какое-то время, вы попадаете в точку предсобытия, то есть в точку, где, может быть, не само там конкретное предсобытие, а вообще возле этого что-то. Чтобы получить точку именно предсобытия, то есть что происходило до события, там буквально за миллисекунду, например, то получается вам нужно рассмотреть всю там многовековую там историю какую-то управления по этой системе, которая сейчас реализовывается. И, в общем-то, часто целесообразно бывает построить так свет, что предсобытие — это есть естественный уровень самого события. То есть, если вот с точки зрения Бога рассмотреть модель
управления, то он сам и есть, ну, в общем, уровень, к которому стремится, да, вся реальность. И получается, что, значит, формирование точки предсобытия в пространстве управления — это уровень, который проецирует само событие в точку прошлого какое-то, где вот именно само предсобытие. А так как мы двигаемся от уровня там предсобытия, то получается, существует просто в мире там как бы ряд договоренностей, где люди определяют, например, для структуры прошлого определенный ряд форм, и в коллективном сознании видоизменить в прошлое можно достаточно, получается, спокойно, надо только вот формы нужные подобрать. То же самое, например, при встрече с воскрешенным человеком, уровень, значит, подвода как бы универсальной формы, чтобы в момент последующего действия его действия этого человека воскрешенного были бы адаптированы, например, да, к всеобщим вопросам. Поэтому получается, что мы можем вот светооптику двигать как в структуру как бы внутреннего уровня, ткани, вещества, действия, также и выводить во внешнюю систему. И получается, что внутренний уровень, ну, некой ткани там, или действия часто совпадают действие и ткань в структуре, где личность человека выражена уже сполна. То есть получается, что мы можем сказать, что тканевая система действия человека — это фактически, в общем-то, сама как таковая, да, светооптика, например, там, физическое тело, и при этом мы можем совершенно четко видеть, что если мы, например, решили вот этот вот элемент все-таки преддействия выделить как, ну, там, автономную величину, потому что в светооптике это, в общем-то, одна из самых важных, в некоторых случаях самая важная задача — умение выделить преддействие на уровне оптических систем. Потому что тогда проще вы можете в действие внести любую коррекцию управления. И вот можно сейчас совместно взять и, там, например, выделить ось там, будущего и дальше уже внести коллективное управление по устойчивому развитию этой оси. Когда вы такое делаете, значит, обратите внимание, если делать там индивидуально, это один уровень управления, если много людей, другой уровень управления. И получается, что здесь нужно выбрать структуру внутреннего содержимого этого объекта, да? Что мы выводим на уровень, например, там, популяризации в управлении, какой конкретный элемент. И вот здесь вот можно будет видеть, как отрабатывает система там, социальных связей. Вот светооптика организовывает социальные связи тоже по определенным канонам и законам. И то, что я называю светооптикой, это некая такая световая система, обычная, в обычном понимании просто свет, который говорит о том, что в социальных системах есть очень сложные часто системы переплетения в событийном плане. И вот когда мы берем за основу здоровья человека, что человек должен быть всегда здоров, то мы совершенно четко видим прогнозную систему для данной социальной системы и можем четко сказать, что светооптический принцип в организации, да, например, там, жилища человека, значит, в плане именно управления через светооптику какими-то процессами часто возле человека. Там, буквально там, в пространстве физическом там, можно почистить воздух, да, и так далее. И дальше начинается уже более как бы, общий уровень управления, где вы видите, что сама светооптическая база, когда мы ее применяем к человеку, становится бесконечно там, развитой, скажем, очеловеченной, так можно выразиться, и обратный импульс идущего человека, он формирует, опять же, только человека, но уже как бы в бесконечном удалении. То есть получается, если мы работаем на светооптической системе через образы людей, то мы имеем следующий уровень там, полного развития, там, где есть уровень бесконечности. То есть имеется в виду полного развития, то есть все возможности, там, например, государства, да, по реализации там, своих программ и так далее. И вот когда мы рассматриваем, например, светооптический уровень как уровень, все-таки, который затрагивает там, и социальные системы, и там, физические какие-то, значит, мы, в принципе, имеем здесь такой, как бы, некий все-таки универсальный подход, что если мы хотим, чтобы в естественном уровне, когда мы там, не отвлекаемся на конкретную фигуру, мы имели всю полноту информации, то мы должны рассмотреть действие любой информации как системы всеобщной. И тогда мы можем видеть, что нам не обязательно куда-то ходить, обязательно присутствовать.
хотя можно, наоборот, больше ходить и больше присутствовать. Но вот именно свобода вашего перемещения никак не будет завязана со знаниями, там, которые заложены в какую-то систему или там как-то, возможно, ограничены. Поэтому задача управления через формирование светооптики — это организация тех маршрутов, где знания передаются свободно, там, не сдерживаются и так далее. И вот когда вы начинаете такой процесс видеть в управлении, то получается, что вы можете, в принципе, любую задачу, там, любое заболевание вывести до уровня излечения, там, любую задачу нормировать. Вам просто нужно сделать выборку как бы в деталях, в маленьких деталях, на которые вот уже можно влиять. То есть имеется в виду, что мы можем делать создательное влияние на любой элемент, который как бы позволяет это делать, и получается, что детализация через светооптический уровень, как оказалось, это достаточно системная технология. Можно получить, например, детализацию таким образом, что вы можете осознать, например, там, каждый свой шаг, каждое свое движение, практически там в любой момент времени, да, помнить. И вот чтобы преодолеть какую-то сложную проблему там, в своем действии личном, нужно светооптический уровень распространить на уровень решения проблемы, то есть из там, пучка такого света получить контролируемый свет, который начинает действовать в конкретную систему управления. И вот сама светооптика в этом случае может базироваться на там, ряде аксиоматических как бы, принципов. Значит, вот эти принципы, значит, ну, я думаю, что здесь можно рассмотреть, какой тип аксиом в действии, что там первый уровень, что сам светооптический уровень, он бесконечный, например. Второй, что там можно расположить, в принципе, любую систему очень высокой скорости. И там третий, например, принцип, это что скорость начального действия и конечного, они там одинаковы. И вот здесь вот можно видеть, что как только мы рассматриваем одинаковость действия начального импульса и конечного, то получается, что мы значит, видим сам процесс организации мира, так как делал Бог, ну, здесь, по крайней мере, можно посмотреть через человеческое восприятие, как происходит уровень стыковки начального и последующего действия. И вот как только человек начинает, например, разбираться в этой системе управления, то получается, что здесь, так же, как вот у Бога восприятие, да, у него начальный уровень и следующий, это, в общем-то, один некий уровень, там, достаточно, в общем-то, он однообразный, то есть нужно постараться понять, каким образом форма начального действия светооптики должна быть равна форме или там каким-то параметрам всех будущих действий. И получается, когда мы это сопоставление в виде просто задачи ставим, управления, то получается, что мы можем вполне, как бы, ну, дословно, скажем, на уровне информации, да, формировать слова, объяснить, что в светооптическом управлении, как бы внешнем там, или внутреннем, как правило, во внешнем, всегда существует принцип, что начальный уровень импульса, вот к чему я и говорил о предначальном уровне, именно он контролируется самой личностью. Если мы умеем в одном месте выходить на предначальный уровень, до начала, да, события, то получается, мы можем в любом другом месте тоже выйти под каким-то уровнем управления или задач социальных. Получается, что когда мы имеем здесь, в общем-то, статус такого действия, что внешнее действие, оно такое же, как внутреннее, то есть внешние там, макросоциальные системы часто такие же системы, как внутреннее единичное действие, то получается, что как раз уравненность человека перед всеми событиями, там, перед собой, да, перед любым другим человеком имеется принцип равного права, где мы можем видеть то, что когда, предположим, светооптический элемент распространяется, например, там, бесконечно быстро, то можем контролировать совершенно все процессы. Значит, главное на уровне, там, например, человеческого восприятия или на уровне там, действия Бога увидеть, что свет в корне может, например, создавать, да, любую материю, но при этом материя в том числе может существовать как бы сама по себе. То есть ввести такой уровень некий ограничительный по как бы, реализации свойств света и рассмотреть только лишь статус, например, можно здесь в аналитике рассмотреть статус просто материи.
тогда значит, материя начинает сразу же выдавать все, что в ней находится. Ну, то есть моментально сразу видно все предметы и так далее, и так далее. И, например, кстати, вот с точки зрения контртерроризма, именно по контртеррористическим мероприятиям, если технологии развивают духовное управление, то именно выделение структуры вне времени и вне пространства дает сразу идеальную аналитику, сразу видно, если какая-то неблагоприятная вещь, там, например, какой-нибудь там пистолет, где он находится, в каком месте. То есть можно четко видеть любое расположение средств поражения человека или там животного и так далее. И получается, что мы можем эту технологию использовать для того, чтобы там излечить каких-то там быстродинамических заболеваний там каких-то, или постараться даже статичные заболевания в управлении взять через эту технологию. Значит, но тогда надо видеть, чтобы более был быстрый процесс, нужно видеть все бесконечное будущее с точки зрения одного человека. Как один человек смотрит на все бесконечное будущее. Когда мы, например, данный процесс уже видим, то получается, что мы имеем достаточно сбалансированную систему, что внешнее управление и внутреннее имеют один и тот же примерно ресурс управляющий. То есть мы приходим к точке равновесия, которая фактически обусловлена еще и тем, что мы можем иметь в этой точке бесконечное количество событий. Что есть вообще равновесие? Это стыковка разных систем, да? А значит, это бесконечное количество событий. И если мы вот этот светооптический именно уровень переводим на равновесную фазу, мы получаем фоновое, в общем-то, равновесное достаточно свечение по отношению к своему телу. То есть идущая информация на тело говорит о том, что да, все нормально. Тогда какие бы ни были уже внутренние системы управления, то человек может переживать, думать одну какую-то систему, воспринимать как норму или другую, но если вот вся внешняя информация нормирована, значит, человек может спокойно развиваться в будущее бесконечно. То есть как, вот, например, технологически, если так поставить вопрос, человек должен там бесконечно перемещаться, да, бесконечно жить с точки зрения технологий. Для этого достаточно часто построить достаточно условную сферу или какой-то кристалл управления и сказать, что есть защита, например, даже по принципу солидарности в каком-то направлении деятельности. Да? И получается, что если мы имеем такое консолидированное действие различных систем, таким образом проявленное, что, скажем так, более, следующие в развитии системы, например, машина, появляется первой, да, получается, в управлении, если вы смотрите на дорогу, много машин, люди могут воспринимать машины или какие-то системы уже созданные людьми, то получается, что вот именно выделение светооптики начального плана, вот как Бог делает, выделяет начальный, да, или кульминационный даже уровень развития системы. И получается, что здесь мы можем, в принципе, давая управление даже постепенно, пусть даже передавая управление на небольшие скорости в управлении, мы все-таки можем иметь в конечном итоге сопоставимое управление с тем, что если бы мы работали долго, или, например, долго и плодотворно, а вот соединение какого-то часто одного нужного импульса с этой системой дает возможность сразу реализовать структуру, например, вечного развития, и при этом светообразующая система, через которая гармоничную фазу прошла, да, она начинает обладать характеристиками фактически личности. То есть человек начинает оценивать систему через личностный контекст. И тогда получается, что может быть воспринята информация любой системы внешней по отношению к человеку как информация достаточно стабилизированная. И вот чтобы перейти на технологию вечного развития в плане механического перехода, да, через какой-то уровень юридической системы, то получается, что здесь мы имеем для вечного развития более благоприятные системы социального развития, потому что вечное развитие, это значит, дом стоит вечное количество лет и так далее. И исходя из этого, светообразующий уровень, который обязательно учитывает все-таки социальный уровень, политический в том числе, мы можем получить такую картину действия или после действия, что предварительный импульс, который вы получаете от любого другого, да, объекта информации, от человека, этот импульс всегда приходит к вам
в чистом виде, ну, в общем-то, в том, в котором, например, вам никто не мешает, и вы развиваетесь свободно, значит, и вот этот приход, как бы обратный сигнал, отброс этого первичного импульса, это есть разделение, получается, бытового действия. Ну, например, там газовая плита, есть две конфорки, да, или там электроплита. И вот в одном случае там вода закипела, а в другом случае она все равно закипит, если ее поставить там на горячую поверхность. То есть имеется в виду, что действие, которое обусловлено в любом случае, как бы вот, значит, если мы рассматриваем такую картину и с этой картины поднимаемся вверх, например, там, социального управления, там, если это там в какой-то другой стране кто-то поднимается, то получается, что он может подняться только за счет своих личных способностей, да, управления реально, потому что вот эта светообразующая некая такая сила универсального типа, она фактически действует таким образом, что вы получаете ну, некую усредненную норму, которая выполняется периодически как бы импульсно по отношению к различным людям, как бы по-разному. То есть Бог един, но его действия всегда разные получается. Вот, при рассмотрении этой технологии видны уровни значит, как бы создания частных событий. То есть вот здесь что важно, крайне, я считаю, в этой технологии, где вы работаете через формирование оптимального как бы света для управления, что частные события, они, в общем-то, часто пересечены во многом ну, с другими там частными событиями, но при этом статус как бы координации по центральной системе, например, по уровню там, управления государством, это и статус социальный, который фактически существует во многом даже как бы сам по себе или там хорошо воспитывается в человеке. И вот когда вы начинаете видеть внутреннюю структуру каких-то обычных, да, бытовых действий через структуру там, действия света, то получается, что вот этот фундаментальный корень управления, который вы получаете, он сразу дает многоракурсовый план, где обобщены все системы знаний, и вы получаете то, что да, любая светооптика может быть преобразована в нужную форму, потому что внешняя система знаний, она практически гарантирует любую реализацию любой первичной там, созидательной системы. И в будущем эта система так и будет оставаться созидательной, потому что заложенный первичный импульс, он и позволяет развиваться там бесконечно. То есть в светооптике форма, которая, например, характеризует, предположим, там, бесконечное развитие, то эта форма, она проявлена в том, что была там внешняя инициатива какой-то, например, там сложной или упрощенной системы, и вот эта форма, она реагирует как бы на внешний сигнал. При этом после реакции у нее же в предточку все равно оптика попадает в более раннее, да, время. Как только вот произошло само событие, мы получаем, что фактически сразу же попадает управление во все точки пространства. До события такого попадания нет, а когда уже событие происходит, мы имеем структуру во всех точках физического, например, там, информационного пространства. И тогда вот здесь вот управление через светооптику, это очень важно как бы в механическом таком понимании даже уровень, что можно, например, рассматривая картину развития одного какого-то события, вывести туда некую там подпорку информативную, которая существует как уровень, ну, там, предшествующий, например, и дальше уже строить в бесконечном уровне те как бы, факторы событий, которые удовлетворяют именно вас вот, в бесконечном плане. С учетом, там, конечно, каких-то внешних элементов. И получается, что мы имеем в данном случае достаточно серьезную вот, технологию, например, там, целительскую, где позволено учитывать, например, там, внешние системы и внутренние, да, например, одновременно. И все-таки иметь автономную систему развития, где, например, ну, там, какое-то действие совершенно автономно и базируется на уровне там, личного восприятия человека. И вот если мы в светооптике, как в сложной, в общем-то, системе управления, и специально часто целесообразно об этом говорить достаточно, может быть, усложненный вариант, потому что очень быстро меняется цвет и свет, да, в макроуправлении, и фиксировать и, в общем-то, ну, как бы долго развивать систему управления часто нецелесообразно, потому что
уже происходят следующие события, и первичные события как бы требуют какой-то корреляции. То есть умение вперед именно осуществить события в этой технологии достаточно достижимо получается. Вот здесь можно увидеть, что в светообразующей системе, как мы, например, импульс направляем, да, как он там развивается, так и получаем мы, в принципе, всю конфигурацию там внешней и внутренней реальности. Вот внутренняя реальность у каждой системы, она, естественно, своя, поэтому самый простой вариант рассматривать систему действия человека, а вот систему внешнюю, например, там, развитие учения учениками моими, здесь получается, что мы имеем как бы одновременно и внутреннюю, и внешнюю систему, но вот внешняя система, то есть то, что происходит через некое внешнее управление, там, теми же технологиями по развитию учения, они могут получить из естественного уровня просто развития пространства-времени. То есть так распаковывается пространство-время, что все складывается благоприятно. Да? И вот мы можем здесь рассматривать, например, тот же самый там, светооптический уровень на уровне там, бесконечной величины развития. То есть каждая величина, каждый, в общем-то, элемент действия приводит именно к бесконечному уровню развития. И тогда мы получаем, что если, например, само понятие бесконечности, все-таки светооптика, особенно динамическая, это очень быстрая величина, и поэтому я часто в дискретном варианте даю как бы следующее сразу понятие. Так вот, взаимодействие с точки зрения динамики, там, статики, это достаточно большая структура, да, управления, но ведь, по сути, на Земле каждый человек должен потом гармонично жить с любым другим, то есть должны быть решены все возможные там, противоречия, то есть он может там рядом жить там, в качестве соседа и так далее. И когда мы начинаем ставить социальную задачу вот где-то, да, по этой технологии, то мы можем видеть, что социальный план, почему я его все время там как-то показываю, иногда подчеркиваю в плане там, общественного уровня, что социальный план это всегда уровень взаимоотношения с конкретным местом, да, регионом, там, субъектом федерации. Получается, что если мы начинаем видеть структуру социального плана как систему как бы дальнейшего личного развития человека, то мы получаем, что в общем-то достаточно как бы простой вариант, что здесь можно, например, даже там, не выходя на уровень более детальный, что ли, в технологиях, например, моего учения, не рассматривая там часто какие-то специальные системы, можно всегда иметь полноту как бы, что ли, восприятия от одного первичного импульса. Например, там у меня стоит задача там, например, там, создать достаточно много количества семинаров, но при этом, например, она не такая, чтобы я там ставил какие-то, что ли, нереальные вещи. Все очень реально можно спокойно прикинуть, сколько можно там технологий передать. Да? И вот обратный уровень вот реакции по отношению уже к любому объекту информации, не конкретно там к моему учению или к какому-то другому уровню управления. Здесь обратная информация, она как раз-таки показывает, как можно на светооптике, используя просто социальные процессы, построить управление по связям между фундаментальными какими-то законами, да, и локальными вот, в мире. То есть получается, что если мы сумеем, там, а это несложно уметь, связать именно фундаментальное состояние там, ткани, да, реакции человека, то мы очень четко можем видеть, что именно формирование за счет светооптических систем это уровень, который позволяет очень быстро пройтись по известным уровням управления, сделать свои выводы, сделать в конце концов новый какой-то элемент управления. И получается, что мы можем иметь как бы статус что ли, бесконечного развития в том, что мы при первичном уровне, который мы реализуем в светооптике как уровень начального действия, закладываем между двумя промежуточными действиями именно статус вечного развития, самостоятельно, за счет логического как бы, уровня мышления. И дальше мы получаем, что как только мы статус вот этого вечного развития переводим на уровень, там, так скажем, внутреннего мышления, да, или там, внешнего, то есть рассматриваем движение мысли, то мы можем видеть, что да, в любую дверь можно, вашу, имеется в виду,
быстро попасть с точки зрения того, что вы в этом вечном развитии всегда видите, что дверь открыта в будущем, да, перед вами. И получается, что там категории вот эти светооптические, они начинают видоизменяться в структуру, ну, как бы слипания событий, взаимоускорения событий и так далее. То есть там немножко другая градация в бесконечном уровне. Она напоминает здесь то, что вот одновременно, например, там, многие люди разговаривают по сотовой связи, да? То есть одновременно с действием большого количества людей, но разный текст. И поэтому вот внешняя как бы структура, она достаточно объективно может отразить уровень бесконечного развития через светооптические системы таким образом, что вы можете видеть, ну, как бы по вашему, что ли, собственному статусу, что любые, там, например, принципиальные системы, которые касаются вас, они все равно часто как бы нивелируются перед задачей макроуправления, там, макродоступа. И получается, что вот эти вот, что ли, системы частных задач, которые практически, ну, взаимодействуют с некой светооптикой будущих процессов, и мы можем видеть здесь пересечение там, вашей задачи, любого другого человека, то здесь вот именно та позиция, которая вырисовывается как позиция, например, лично ваша, она проявлена уже в осуществлении действия. Вот как вот у Бога происходит, он, значит, ставит задачу и где-то реализовывается, да, как бы без участия, например, да, там, физического, например. Получается, что здесь вот именно умение так вывести светооптику, чтобы получить как бы внутреннюю систему собственного развития. То есть умение, значит, увидеть, ну, некий такой внутренний корень одновременно и состояние на текущий момент, почему такое, да, в управлении, и одновременно как бы следующего действия, то есть умение получать из состояния фактически обусловленное такое, ну, что ли, вашим целевым влиянием, благоприятное действие. И получается, что когда в этом ключе происходит, например, взаимодействие двух там систем, организмов и так далее, у вас всегда есть достаточно много, в общем-то, бесконечное время, чтобы реализовать систему вашего собственного там развития. И получается, что вы к любому событию можете подойти подготовленным человеком. То есть уметь так вывести светооптику и так организовать внутреннее содержимое событий, что, во-первых, можно изменить при, значит, желании другого человека статус как бы первичной формы управления. То есть вот эти вот сверхбыстрые скорости, там, предзнания, да, преддействие или там, предположим, следующее действие, это все есть формирование, импульсное некое такое мгновенное формирование либо распространенных форм, либо каких-то там, наоборот, ну, сконцентрированных. Да, и получается, что если мы хотим рассмотреть, каким образом вообще построены галактики и почему, да, происходит какое-то движение, кроме того, что, да, понятно, есть сила тяжести и так далее, можно, значит, расписать управление, где вы можете четко связать светооптику с идеальной целью, да, и с реализуемой там целью, которая может быть тоже идеальна, но потом она стала реализована. И вот между двумя этими элементами социального плана можно выделить очень четкий, как бы, следующий, далеко идущий уровень управления. И в чем он заключается? То, что в любой системе находится автономная величина, да, как бы внешнего, в том числе, управления, то управление, идущее как бы по защите внутреннего, да, уровня, это есть то, что если мы в бесконечности начинаем строить линии такого типа, что есть, например, одна линия с бесконечностью, другая как бы с меньшей бесконечностью или там с какой-то конечной величины, то мы получаем, что действия часто очень сильные и как бы получаем, в общем-то, даже такой план, что оно может быть сверхсильным на обычном элементарном действии любого человека. То есть светооптика даже может не проявляться, то есть не обязательно видеть светооптический какой-то элемент, а достаточно просто его как бы воспринимать, ощущать, чувствовать, и вот на этом уровне иметь позитивное событие. То есть позитивное событие вы фактически можете не сразу как бы раскрывать в этой технологии, а работать, к чему вот как раз я и привел сегодняшний семинар, умение
значит, выявлять, ну, скажем, такие, ну, назовем их как бы не очень активные сигналы, да. Там есть такой термин слабый сигнал, в данном случае это не слабый сигнал, а просто он не очень проявлен в виде светооптики, но может быть основным уровнем управления и достижением основного уровня результата, потому что там очень четко есть данные, что все благополучно. И вот когда вы осваиваете вот эту систему решения, да, задач, когда вы можете через некий такой, естественно, даже бытовой вариант в светооптике находить ту точку, которая фактически решает вопрос, потому что вы знаете будущее с этой точки, с этой позиции, то получается все другие системы за счет того анализа, который я привел, часто он именно схематический, иногда системный анализ, я специально сделал там разницу, вы можете найти уже то состояние, которое позволяет вам все время решать управляющие задачи, как бы даже не отвлекаясь. Ну, как бы, между прочим, вы все время находитесь в точной позиции управления. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.